Овны, здравствуйте! У нас прогноз для вас на ноябрь. Давайте посмотрим, что нам покажут карты, что вас ждет в ноябре по всем сферам жизни. Мы посмотрим на Таро. Кипер нам покажет сюрприз, неожиданность для вас. Также получим советы от оракулов. И в конце расклада на Таро будет прогноз на Таро Акаши для тех, кто интересуется. Овны, ноябрь. Что вас ожидает? Первая карта у нас это дом, ваш дом, ваша семья. Что у вас там будет происходить? У нас, наверное, все будут переезжать. Сфера чувств, эмоций, отношений. Профессиональная сфера, работа, карьера, бизнес. Финансовая сфера, ваши деньги, зарплата, прибыль. И для тех, кто учится, да, или собирается в путешествие, это учеба и поездки. Совет предупреждения от Таро. И на дне колоды у нас семерочка. Семерочка — это влюбленность, это мечты, грезы, желания чего-то. Это когда мы строим планы. То есть у нас в голове целая куча, да, что я хочу, что я могу, что я буду делать. Да, карта говорит непонятно, вот останется все это в мечтах или что-то вы реализуете. И в то же время она говорит, если у вас много планов, не начинайте сразу все, возьмите один, тот, который вы сейчас можете реализовать. Не бойтесь, что вот эти от вас ускользнут. Может быть, для них нет условий, возможностей, что-то мешает. Вот доведите один проект до конца, потом берите следующий. Тем более вам кто-то поможет реализовать ваши мечты. Тут все связано с недвижимостью, с покупкой. Да, кстати, не вы одни, практически у всех знаков в доме, в семье решаются жилищные вопросы. Старший аркан смерть в доме, в семье — это перемены. Для кого-то это перемена места жительства. Это может быть там, где вы находитесь, вы там переезжаете, а для кого-то, может быть, это и какие-то глобальные перемены. Может быть, вы приезжаете в другой город, в другую страну. Ну, давайте посмотрим. Конечно, это может быть еще и расставание. Нет, здесь покупка недвижимости. Угу. У кого-то здесь может быть подготовка к свадьбе и обретение своего жилья, смена статуса. У кого-то перемены могут быть связаны с рождением или зачатием малыша. Например, меня люди взрослые смотрят, у вас рождается внук или внучка. Вам тесно. Вы тут решаете вопрос с жильем. Ну, как бы разъезжаетесь с молодыми. У кого-то может быть получение наследства. Ну, тут вы в чувствах, да, тут может быть у кого-то новая любовь, а у кого-то здесь обретение своего жилья. Да, поэтому у вас здесь перемены. Хорошо. Ну, скорее всего, вам кто-то поможет все-таки. Ну, шестерка — это может быть одобрение ипотеки или может быть помощь от вашей семьи. Да, вот обрести свое жилье. А помощь еще может быть от риэлтора. Да. Ну, сфера эмоций, чувств, отношений. Если вы были в поиске, здесь карта говорит об обретении очень стабильных, крепких отношений. По тузу Пентаклей это и сильная духовная связь. Это очень много общих интересов, и отношения будут очень стабильны. Поэтому знакомьтесь, ходите куда-то, гуляйте, встречайтесь, общайтесь. А для тех, кто уже состоит в отношениях, это может быть семя, это может быть зачатие. Вот я говорю, перемены, у кого-то может быть беременность, а также это обретение своего жилья. Ну, естественно, вас будут переполнять чувства, что вы ни от кого не зависите. Так, туз Пентаклей уточнять не буду. Но, скорее всего, вам кто-то поможет. Да, кто-то вам поможет. Да, вот с работой у нас тут что-то. Давайте посмотрим. Работа, карьера, бизнес, семерка. Если это ваш бизнес, карта говорит, хочешь жить, умей вертеться.
предпринимайте массу усилий, реклама, звоните, какие-то бумажки там раздавайте. Ну, то есть вот что-то делайте, чтобы ваш бизнес процветал. Но также это может быть столкнуться с какими-то кознями, интригами. Если вы на кого-то работаете, это может быть кто-то метит на ваше место, или какая-то подковерная возня, или это обман. То есть обещают одно, а по факту не выполняют. Давайте уточним. Продумайте стратегию и план и начинайте. Тут или начинайте какой-то проект, или присоединитесь к кому-то, но для этого вам придется побегать. Да. А если вы начинаете здесь что-то свое, то карта говорит, все продумайте тщательно. Вот, потому что в деньгах здесь тоже что-то новое. И тогда уже начинайте по звезде. Но все-таки карта говорит, да, планов много, но может быть все-таки с кем-то. Помощь от кого-то вам будет необходима, потому что совет предупреждения карта говорит, если вы сами реализовать что-то не можете, значит вам нужен партнер. И тогда вас ждет успех. Вот шестерка — это когда весы. Когда мы вкладываемся 50 на 50. 50 вы и 50 вот какая-то женщина здесь. Тут две женщины. Тут вы и какая-то королева пентаклей. Ну, для женщин здесь реально вот партнерство. Потому что вот в одиночку, скорее всего, или у вас не хватает знаний, или у вас не хватает финансов. Поэтому вам нужно кого-то заинтересовать. Так, хорошо. Финансы. Тут траты на детей, если у кого-то рождение малыша. Также это траты на проекты, связанные с домом, семьей. Это если вы переезжаете, это может быть ремонт, какие-то переделки в доме, там дом в квартире, да. Может быть, вы покупаете квартиру без отделки, значит, нужно будет еще туда вкладываться. По приходу денег, может быть, детские заплатят. Еще это может быть траты на какие-то секции для ребенка, ну, да, спортивные, музыкальные, ну что-то такое. Ну и, конечно, вот, как я говорила, траты — это предложение о новой или работе, или о новом партнерстве. Ну, а поездки, обучение, башни — это поездка, да, это переезд, это смена места жительства. Да. Ну, а здесь я уже сказала. А для тех, кто в поиске любви, карта говорит, что вы на пороге нового чувства, вы должны быть к нему готовы. И еще эта карта говорит о поддержке от кого-то. Есть в вашей жизни человек, который полностью разделяет с вами взгляды. Может быть, это семья, любовь, может быть, это ваш любимый человек, или это ваши родители, например. Хорошо, давайте посмотрим, что нам Кипер скажет. Сюрприз, неожиданность для овнов. Ноябрь. Что нам скажет Кипер? Ну что, заключение сделки, переезд. У кого-то может быть здесь еще получение наследства, заключение брака. Так, сейчас. Угу. Есть трудности, но помощь вот от этого человека идет. Это взрослый мужчина, может быть, это ваш отец, дедушка. Здесь официальные документы, которые помогут внести перемены в вашу жизнь. Как я говорила, вот взрослые люди, да, у вас рождается внук, и вы вот через, может быть, дарственную оформляете там на детей. Какие-то вот все равно тут юридические документы, может быть, доверенность какую-то или наследство. Но тут вот переезд, да, вот перемена места жительства, ну что тут официальное. Помощь идет от мужчины, который решит какую-то вашу сложную проблему. Да. Хорошо.
Хорошо. Совет для вас от Деканского оракула Овны. Ноябрь. Совет для Овнов на ноябрь. Так, 14-я прямая сейчас. Оберегайте пламя вашего духа и не поддавайтесь влиянию подавленности или отчаяния. Ваша вера сейчас подвергается испытанию. Знайте, что вы всегда любимы, даже в самые пустынные черные периоды вашей жизни. Темные времена пройдут, свет всегда возвращается. И еще у нас совет от оракула Королевы Луны, Овны, ноябрь. Совет для вас. Депат, у вас открывается новый путь. Но, чтобы вы в этот новый путь попали, вам нужно будет приложить еще какие-то усилия. И самое главное, подняться по этой лестнице, не бояться, да? Набраться смелости, чтобы в этот путь, в новый, шагнуть. Примите вот этот вызов и начните действовать. У вас хватит и сил, и смелости, чтобы решиться на перемены. Так, ну и давайте посмотрим Таро Акаши для Овнов. Давайте получим совет от хранителей Хроник Акаши на ноябрь. Хроники Акаши — это хроники нашей судьбы. Это то, что уже нам прописано. И эта колода помогает нам получить туда доступ. Иногда мы думаем, что это, наверное, это не про меня. Не может такого быть. Мы же не можем знать, что нас ждет даже завтра. Конечно, делайте ссылку, что это расклад общий, но какую-то информацию или подсказки вы здесь получить можете. Овны, ноябрь. Информация из хроника Акаши. С чем вы войдете в ноябрь из октября? Что у вас будет происходить в ноябре? Первая декада. Вторая декада. Третья декада. И энергия, с которой вы выйдете из ноября в декабрь. Энергия, с которой вы входите, здесь у вас ложится 10-й старший аркан. The Light of the Worlds — это свет мира, но карта у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, что мудрец с нимбом на голове, с фонарем стучится в дверь, а молодой человек занят своими домашними делами и не слышит этого стука. А это ваше божественное существо пытается получить ваше внимание. Когда эта карта переворачивается, она показывает, что что-то разрушительное в вашей жизни могло вывести вас из равновесия. Или же вы были настолько заняты и сосредоточены на мелочах, не уделяли внимания своему духовному развитию. Вы оставили ваше высшее «я» где-то позади себя. Может быть, вы обращаетесь к нему, но лишь изредка, когда вам что-то нужно. Карта говорит, помните, пока вы игнорируете высшую часть того, кто вы есть, кем вы являетесь, вы отворачиваетесь от величайшего источника своей силы и радости. Вот этот свет вечной мудрости стучится. И все, что вам нужно сделать, это открыть эту дверь и держать ее открытой до тех пор, пока вы не удержите этот свет внутри себя. Первая декада ноября, здесь у вас опять старший аркан, 9-й старший аркан, это Архангел Михаил, и он прямой. Архангел Михаил является каналом божественной силы. На карте он делится своей силой с маленькими детьми, которые боятся и жмутся к нему. Он приносит им великую силу и поддержку. Вам он также может поднять вашу энергию.
Карта показывает, что у вас сейчас этап увеличения вашей силы, энергии, инициативы, мужества и активности. И самое главное, вы знаете, что вам делать дальше. Доверяйте своим убеждениям, своей силе и находчивости. Карта говорит, если вы приняли какое-то решение, то не откладывайте. С Архангелом Михаилом и с вашей собственной силой сейчас вы можете сдвинуть горы и подняться на новую высоту. Вторая декада ноября, здесь ложится единица ключей. Карта называется архитектор, она у вас прямая. Мы видим, что идет оживленная стройка. Стоит архитектор, рядом с ним его помощник и стол, на котором очень много схем, чертежей, планов. И кругом люди, которые работают на каких-то зданиях, основаниях, фундаментах. То есть в прямом положении карта говорит, что вы сейчас можете быть вовлечены в строительство, ремонт, отделку своего дома или рабочего места, или бизнеса. Но на более важном уровне карта указывает, что для вас сейчас наступило время вступить в сильную и мощную позицию. А для того, чтобы сделать это, вы должны признать свои способности и свои сильные стороны, ну а также взять на себя ответственность. Поэтому полностью используйте свои умения. Третья декада ноября, здесь ложится опять старший аркан, это ковчег завета. Мы видим, что сидят бедуины в пустыне, они охраняют вот этот ковчег завета. Но карта у вас легла перевернутая, и она может показывать разорванный контракт или неудачный юридический перевод. То есть она вас предупреждает, будьте осторожны с людьми, которые занимаются вашими финансами, вложениями или другими вещами, которые для вас сейчас ценны. Люди могут быть небрежны с документами, может быть, даже без желания вас обмануть. Поэтому, если вы что-то здесь подписываете, какие-то договора, сделки заключаете, то обязательно все тщательно проверяйте. Но так как это старший аркан, то по этой перевернутой карте идет ссылка на вашу карму. Она говорит, что ковчег перевернутый сигнализирует о том, что у вас разорван контракт с вашим высшим Я. Может быть, вы избегали проработку вашей кармы или отложили свою высшую цель в сторону, потому что посчитали, что это слишком трудно для вас, или были очень заняты. Или же вы сознательно руководствовались своими страхами, эмоциональными потребностями, а не тем, что лучше для вас. А сейчас для вас пришло время обновить ваше соглашение, вот этот вот завет, не только словом, но и делом. Ваша жизнь просто не будет двигаться, если вы этого не сделаете. И энергия, с которой вы выходите из ноября в декабрь, здесь у нас ложится восьмерка роз, карта называется комьюнити. Комьюнити — это общество, сообщество, это группы, объединения. Карта перевернутая. В прямом положении мы видим, сидят люди разных национальностей за столом, они что-то очень горячо, жарко обсуждают. И по всей комнате иконки разных обществ, объединений, групп. Когда эта карта переворачивается, она может указывать на спор с или между друзьями, или на раскол, разрыв в группе, в которой вы состояли. Может быть, вы почувствуете, что вы больше не принадлежите к какой-то определенной группе. Возможно, вы зашли так далеко с этими людьми, что они больше с вами не резонируют. А может быть, вы просто заинтересовались новыми вещами, поэтому покинете старое общество. Также карта говорит, если вы сейчас почувствуете, что вам нужно оставить какую-то группу, то сделайте это. Знайте, что не только это сообщество для вас открыто. Вот эти разные иконки говорят о том, что существует масса других групп для присоединения сейчас, но также в будущем. Есть сообщество, которое разделит ваши интересы, поддержит ваши начинания. Да, иногда мы можем просто чувствовать, что нам хочется побыть в одиночестве, вообще ограничивая себя, вообще ни с кем-либо. Если это так, то это ваш выбор, пусть так и будет. Но карта говорит, если какое-то сообщество больше вас не интересует, есть масса других. Итак, у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось,
ставьте пальчик вверх, пишите ваши комментарии. А я благодарю вас за просмотр. Всего хорошего.